Весной этого года Владимир Путин подписал указ, который позволяет депортировать из оккупированных Россией регионов граждан Украины, не принимающих российское гражданство. А с самого начала войны с захваченных территорий вывозят украинских детей. Кроме того, с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, россияне сотнями тысяч переселяются на полуостров. Все это очень сильно изменяет этнический состав оккупированных территорий. 80 лет назад похожую попытку заменить украинцев и представителей других народов на их землях уже предпринял другой агрессор. Это все было в плане ОСТ, который разработали нацисты. С захваченных территорий собирались переселять коренных жителей, а вместо них должны были приезжать немцы. Вместе с нашим партнером, украинским 24-м каналом, рассказываем, что происходит сейчас в Украине, что делали нацисты и чем тогда это закончилось. Мы хотим, чтобы это видео посмотрело как можно больше людей, поэтому очень важно, чтобы вы поставили лайки и подписались на наш канал, если для вас это безопасно. Начнем с Крыма. В начале 2021 года россияне опубликовали статистику, что с 2014 на оккупированный полуостров переехали 205 559 россиян. Неправительственная крымская правозащитная группа считает, что в эту оценку не включили российский контингент в Крыму и командированных туда россиян, то есть общее число значительно больше. В то же время, вслед за украинскими военными, полуостров покинули и десятки тысяч граждан Украины. Последняя перепись населения в Крыму до оккупации проводилась в 2001 году. Там жили 2 401 000 человек. 60,4% из них считали себя русскими, 24% украинцами. Следующие две переписи проводили в Крыму уже россияне. В 2014 году на полуострове жили 2 285 000 человек, 68,3% русских и 15,8% украинцев. Вторая перепись под оккупацией проводилась в 2020-2021 годах, и по ней из 2 482 000 человек русскими назвались 68,8%, а украинцами 6,9%. Аномально много жителей Крыма, 257 000 человек, 10,3%, не пожелали указывать национальность. То есть, смотрите, доля украинцев в населении Крыма за 20 лет сократилась в 3,5 раза, с 24% до 6,9%, а число русских на оккупированном полуострове увеличилось с 60,4 до 68,8%. Конечно, может быть так, что значительная часть оставшихся в Крыму этнических украинцев в 2021 году просто скрылась среди тех, кто не указал свою национальность, либо причислила себя к другой ради безопасности. Россия пыталась начать ассимиляцию украинцев даже, например, в Херсоне, который занимала лишь несколько месяцев. Там запрещали петь украинские песни, за разговоры на украинском языке могли арестовать, а детей заставляли учить российский гимн. Школы перевели на российские программы, ученикам рассказывали, что они россияне, даже учителей российских завозили. Надо сказать, что в Крыму русские были в большинстве по сравнению с украинцами еще до оккупации. И из других, полностью или частично оккупированных россиянами регионов, самая большая доля русских по переписи 2001 года была в Луганской области 39%. За ней шли Донецкая 38,2%, Запорожская 24,7% и Херсонская 14,1%. За день до того, как Путин подписал указ, который узаконил практику депортации украинцев с их этнических земель, замминистра обороны Украины Анна Малер рассказывала, что как раз в Луганской области россияне сейчас наиболее активно пытаются изменить этнический состав населения. Для этого Кремль переселил туда много людей из отдаленных регионов России, в основном малообеспеченных. Там оккупационные власти дают им жилье и работу, а местных, особенно тех, кого россияне подозревают в проукраинской позиции, под разными поводами депортируют вглубь России. В действиях, которые совершает на оккупированных территориях Украины Кремль, много общего с политикой других захватчиков недавнего прошлого. Особенно здесь выделяется нацистская Германия, сделавшая депортации коренного населения с завоеванных земель своей нормальной практикой. Когда Россия начала войну, Путин заявил, что положение страны в мире становится все хуже. Противники России занимаются военным освоением прилегающих к ее границам территорий. И если Россия позволит это сделать, то
НАТО останется там навсегда, создавая постоянно нарастающую, абсолютно неприемлемую угрозу. А раз так, то у Путина якобы не осталось другого выбора, и в ответ на приближение НАТО к российским границам он решил ответить движением в сторону Альянса. Тем более, что необходимые для этого территории Путин считает исторически российскими. Еще до прихода к власти похожие на риторику Путина идеи транслировал Адольф Гитлер. В 1927 году он утверждал, что немецкий народ по всем признакам полностью потеряет свое положение в недалеком будущем. Правда, речь шла не о военной угрозе, а о земле, которой немцам, по мнению Гитлера, просто не хватало для обеспечения своих потребностей. Для решения этой проблемы ему, как и Путину, был необходим контроль над чужими территориями. Единственное, что остается сделать народу, это попытаться урегулировать отношения между территорией, на которой он живет, являющейся источником его существования, и ее населением, даже если это придется сделать с помощью войны. Гитлеру также хотелось напрямую присоединить к Третьему рейху значительную часть восточноевропейских территорий. В июле 1941 года среди обозначенных целей вторжения в СССР заявлялось следующее: Крым со значительной прилегающей территорией должен стать территорией рейха. Крыму в 1941 году не повезло примерно по той же причине, что и в 2014. В современной России его называют исконно русской землей, но сложная история полуострова началась задолго до того, как на карте мира появилась сама Россия, и тем более до захвата Крымского ханства российской императрицей Екатериной II в конце XVIII века. Еще в III веке нашей эры на полуострове обосновалась часть германского племени готов, которые затем жили там больше 1000 лет. До 1786 года здесь даже существовала готская епархия Константинопольского патриархата. Этого было достаточно, чтобы нацисты посчитали Крым исконно германской землей, захотели депортировать местных и заменить их немцами. Они были тогда уверены в своей победе во Второй мировой войне, и руководитель СС Генрих Гиммлер в 1942 заявил, что ее не было смысла начинать, если в течение следующих 20 лет Чехия, Польша, Остланд, так назвали страны Балтии и Беларусь, Крым и Ингерманландия, это регион возле нынешнего Санкт-Петербурга, не будут полностью заселены немцами. К 1942 году все эти планы оформили в Генеральный план Ост, то есть Восток. Программа была рассчитана на 20 лет, за которые новые территории Германии должны были превратиться в идиллические земли, свободные от иностранцев. В интересных нацистам регионах жили тогда около 45 миллионов человек. Гитлеровцы разработали целую систему, кого из коренных жителей надо будет убить, поработить или депортировать. Примерно 5-6 миллионов евреев и рома планировали уничтожить, около 31 миллиона расово нежелательных жителей, в основном славян, выселить в Западную Сибирь и другие районы азиатской части Советского Союза. Те из оставшихся 8-9 миллионов, кому повезло родиться с нужными пропорциями черепа, цветом глаз и волос, могли германизироваться. После этого сюда планировали заселить 10 миллионов немцев и фольксдойче, этнических групп германского происхождения. За время войны нацисты успели уничтожить миллионы евреев и других жителей Восточной Европы. Еще несколько миллионов человек вывезли на принудительные работы в Германию. У польских родителей забрали и депортировали в Германию более 200 тысяч детей. Из окрестностей польского города Замость немцы выселили 110 тысяч поляков. На их место заселили около 12 тысяч колонистов из числа фольксдойче. Многих из поляков, которые не согласились покидать свои дома, просто расстреляли. Но в 1943-м, после разгрома под Сталинградом, стало ясно, что победа Германии не так очевидна, и нацисты утратили интерес к плану Ост. Как думаете, что будет таким переломным моментом в войне России против Украины?